Я хотел бы рассказать о балете «Баядерка», который совсем недавно прошел на сцене Большого театра. Я бы хотел сказать о том, что балет «Баядерка» — это один из тех спектаклей, который останется на века. И недаром этот балет так и называют «балет на века». Дело в том, что балет «Баядерка» был впервые поставлен в XIX веке Мариусом Петипа, и этот балет стал последним среди спектаклей, которые были сделаны Мариусом Петипа, но он стал первым среди его шедевров. В редакции Юрия Николаевича Григоровича сегодня все мы можем наслаждаться этим спектаклем. Это невероятно красивый, невероятно стильный, в чем-то даже магический спектакль. В нем очень много символов, в нем очень много энергетики, очень много страсти. И несмотря на то, что этому балету так много лет, сегодня он идет на сцене Большого театра с огромным успехом. И этот спектакль очень любим зрителями и сегодняшними исполнителями. Говоря о сегодняшних спектаклях «Баядерка», мне бы хотелось особенно отметить один из наших спектаклей, в котором состоялось большое количество дебютов. Я бы даже так сказал, что это был молодежный спектакль. В ведущей партии Ники Ольга Смирнова, в партии Гамзати Анна Тихомирова, в партии Салора Владислав Лантратов. Я хочу сказать, что они были погружены с головой в эту работу. Конечно, тот интерес и та страсть, которая была в их глазах, она была очень ярко видна на сцене во время спектакля. Лёш, можно хвостик вот самый, когда она отвечает, что да? У меня были сомнения, справится ли Анна с образом Гамзати. Сможет ли она почувствовать себя дочерью Раджи? Будет ли она настолько убедительна и сильна в игровых сценах, когда происходит борьба двух соперниц, когда каждая из них борется за любовь, за то, чтобы знаменитый воин Салор принадлежал именно ей? Руки такие даже не успевали крикнуть, они просто в разные стороны были. Ты бежишь и говоришь: посмотри, какая у меня фата, да? Ты бежишь просто: папа, смотри какая фата. Пап, да? Ты слушаешь, о чем они говорят. Они здесь стоят и говорят: он над святым огнем поклялся ей. Вот, да, не смотри на фату, не про это здесь, да? Разумеется, я обсуждал это с ее педагогом. Это Надежда Грачева, блистательная в прошлом исполнительница партии Ники в балете «Баядерка». Мы приняли решение, что Ане достойно попробовать выйти в партии Гамзати. У Анны очень такой интересный момент, работа очень интересная. И самое главное, что это для нее первая очень крупная работа. Это настоящая балеринская партия, и выход действительно балеринский. С Аней мы начали работать уже в том году. Мы уже как бы притерлись друг к другу. Она стала понимать меня, то, что я хочу от нее. Когда я сама танцевала, не позволяла себе никаких там вольностей. И все мои педагоги следили за тем, чтобы я сама танцевала очень грамотно. И сейчас я вот от Анюты добиваюсь того же.
должна вращать вот этой частью быстрее собирать, предплечьем и всей лопаткой, да? Интересно Гамзате сейчас с ней делать. Мне кажется, роль получается такая глубокая, насыщенная, именно умная Гамзати, не злая, любящая. То, что мне всегда хотелось, чтобы Гамзати была уверенная. Если Никия больше с Богом связана, то Гамзати, конечно, больше своей светская, она с голубой кровью. Но все равно образ очень интересный. Да мне самой, в общем-то, было это интересно сделать. Продолжая рассказ о дебютах в балете «Байдерка», я бы хотел сказать о очень интересной и яркой работе Владислава Лантратова, который впервые вышел на сцену Большого театра в роли Салора. Перед ним стояла очень-очень непростая задача, потому что это один из наисложнейших спектаклей с технической стороны. Это один из сложных спектаклей по своему образу, поскольку нужно было создать образ знаменитого воина, который силен, который умен, который, как тигр в джунглях, может справиться с любой поставленной перед ним задачей. Он обладает большой энергетикой, ярким сценическим обаянием. И не случайно, благодаря всему этому, он пользуется очень большим успехом у сегодняшних балерин. И не только ведущих балерин, но и прима-балерин Большого театра. Педагогами Владислава Лантратова сегодня являются блистательный исполнитель в прошлом партии Салора. Это Михаил Лавровский. И второй педагог, который помогает Владу, Валерий Лагунов. Михаил Лавровский и Валерий Лагунов смогли помочь Владу в том, чтобы он чувствовал на сцене себя уверенно, чтобы ему было комфортно, чтобы он смог показать себя с самой лучшей стороны. Собранные все. Мягче вставай на пальчики. В партии Никии вышла совсем юная балерина Большого театра Ольга Смирнова. Наверное, это была самая яркая интрига этого спектакля. Ольга Смирнова, выпускница Вагановской академии, которой едва исполнилось 19 лет, которая проработала в Большом театре всего 5 месяцев. Когда Ольга училась в Академии Ваганова в Санкт-Петербурге, я попал на один из уроков классического танца. И как только я впервые увидел Олю, я почувствовал, что у Оли есть какая-то очень особая притягательность. В ней есть что-то мистическое. Она, будучи еще совсем юной, подает себя как очень зрелая и очень глубокая актриса. Она была настолько красива, она была настолько элегантна, она была настолько аккуратна, академична и профессиональна, что все эти качества говорили о том, что, наверное, возможно, это одна из будущих балерин, которая могла бы стать продолжением того наследия, о котором мы сегодня говорим и над которым мы сегодня работаем в нашем Большом театре. Вот молодец. Да, хорошо. Олечка Смирнова. Пришла она
по-моему, где-то в октябре месяце. Сразу в репертуар вошла, станцевала вариации из Дон Кихота, вставные, станцевала по Детруа, сверстницы, станцевала Мирту и станцевала Феи Сирени. Это две, в общем-то, уже довольно больших партий. Но самое, конечно, неожиданное, это и для меня было неожиданно, для нее это было, я так понимаю, желанно очень, потому что она, когда выпускалась в прошлом году, то она танцевала на выпускном «Тени» Байдерки. Когда сказали, что вот следующий спектакль у нее будет Байдерка, немножечко я так, не то что испугалась, я так подумала, а не рано ли? Не помню, чтобы так начинали с ведущей партии Ники в балете Байдерка. Это, в общем-то, очень сложно, потому что это чистая классика. Это очень сложная хореография пятипар. Там еще много игровых сцен, которые вот меня больше всего... Вот, я думаю, а как она станцует второй акт? Вот это с корзиночкой, как вот со змейкой, как она вообще будет себя вести, как она это почувствует. И первый акт, такой эмоциональный, любовь, которая, так сказать, из них должна излучаться. Большой спектакль, многоплановый. Здесь фактически два спектакля в одном, потому что «Тень» — это совсем другой спектакль, это чистая классика. И почему именно Байдерка? Потому что на выпускном спектакле я танцевала «Тень», акт теней, и мне проще готовить спектакль, когда у меня есть какая-то основа, когда, в принципе, ну, готов, не готов третий акт, но хотя бы он в ногах и есть к чему добавлять. И очень интересно, когда к своему питерскому самоощущению я могу добавить что-то, что вот мне дадут московские педагоги. И, по-моему, это очень интересный синтез, если я вот смогу взять московскую эмоциональность, попробовать совместить две школы. Потому что академическая питерская – это очень важно, красиво, линии, руки особенные, да, позиции. И вот если к этому добавить, попробовать московскую эмоциональность, по-моему, получилось бы очень интересно. Я очень волновалась, и я сегодня очень счастлива, просто счастлива. Действительно, станцевать Никию – это в таком возрасте эмоционально можно. Много бывает девочек эмоциональных, и рыдают, и смеются могут, и там что-то. Но чтобы так, с таким высоким стилем, так профессионально, это просто, вот, ну, я боюсь говорить, но как уже балерины настоящие танцуют. У нее есть такой хрусталик в глазах, когда она вот видит, что хочет педагог, как хочет педагог. Бывает, просто смотрят и не могут вот это так сделать, а она чувствует очень, как вот, и добивается. Конечно, таких учениц, к сожалению, не так часто бывает. У меня была одна такая ученица, Диана Вишнева. Вот они очень похожи.
3 новых дебюта, 2 из которых сейчас стоят рядом со мной. Это блистательная работа нашей новой, юной, невероятно красивой балерины Оли Смирновой и Влада Лантратова, который уже не раз выходил на эту сцену и вел наши балеты. Я вас поздравляю, потому что мы вас очень любим, и вы большие молодцы. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Давай. Свет, что такое форма 8НК? Антон Александрович, к вам можно? Да, конечно, да. Мы входим в кабинет заместителя генерального директора Большого театра Антона Александровича Гетмана. Антон Александрович, добрый день. Здрасте. У вас сегодня очень напряженный день, как я понимаю. Ну, как обычно, в принципе, как всегда. Мы очень рады, что вы нашли время, чтобы уделить нам внимание. Вы сейчас чем занимаетесь? Ну, в данную секунду я вычеркиваю те дела, которые я уже успел сделать за сегодняшний день. И много этих дел получилось? Ну, пока на сегодняшний день у меня 14-15 всяких встреч, документов и прочее, но из которых я пока успел сделать только 6. Что для вас самое главное на сегодняшний день из ваших дел? Выписываю только главное, все второстепенное возникает по ходу. Это которого часа вы будете работать сегодня? К 11, может, закончу 11:30. А во сколько вы пришли в театр? 8. И так каждый день? Каждый день не получается к 8. 12 часов в день в театре я провожу каждый день. Понимаю. Каков же круг ваших обязанностей? Организация творческого процесса, текущие вопросы, связанные с выпуском новых спектаклей, с гастролями, с текущим репертуаром. А все-таки поконкретнее, вот можете объяснить? Большое количество контрактов с гостями, которые к нам приезжают танцевать, петь, дирижировать и репетировать. Все, что связано с планированием текущего репертуара. Вот, например, одно из сегодняшних дел, довольно важных, формирование очередного варианта репертуара на первый половину следующего сезона. Все, что касается выпусков новых постановок, это продюсерский отдел. Там тоже работают мои коллеги, девушки в основном, которые занимаются приглашенными гостями, дирижерами, солистами. Это контракты, это лицензии, это вопрос прав. Это вопросы логистики, расселения, перелетов, переездов. Гастрольный отдел параллельно работает по организации выездов на гастроли. Вот в данную секунду мы планируем выезд в Америку, в Канаду, затем Китай, поездки будущего сезона. Литературно-издательский отдел, который готовит огромное количество издательской продукции. К каждому спектаклю у нас выходят буклеты. Мы выпускаем большое количество изданий, связанных с юбилейными датами, артистов, режиссеров, хореографов. Но вот киновидеостудия тоже, которая активно участвует в процессе и программу готовит, и снимает спектакли, и репетиции, создает архив, видеоархив театра. Пресс-служба тоже входит в зону моей ответственности, соответственно, и пресс-конференции, освещение нашей деятельности. Музей, вот только что у меня была Лидия Глебовна, наши выставки, статистические отчеты, которые мы готовим, оснащение наших музейных помещений новым оборудованием и так далее. Да, Оль. А вы сами выбираете сотрудников для себя? Я стараюсь это делать сам, естественно, по согласованию с Анатолием Геннадьевичем, и никогда не делаю это поперек руководителя отдела. А какие люди вам не нравятся? Лентяй. А вы строгий руководитель? Ну, я не строгий руководитель, я требовательный вообще. Единственное, что, может, меня извиняет, потому что я к себе отношусь точно так же. Вы можете накричать на человека, швырнуть в него, например, телефоном. Нет, я пытаюсь сдерживаться. Иногда бывает, что хочется швырнуть. И швыряю иногда, но не в человека, а когда человек, в которого хотел швырнуть, уже ушел, я вот в стенку швыряю. Любите сами театр постольку, поскольку здесь работаете? Я вырос в театре. Я, в принципе, по-моему, больше ничего не умею, только в театре работать. А сколько лет вы в театре? Я пришел работать в театр 8 сентября 1981 года. Какой это был театр? Это был малый драматический театр в городе Петербурге, но тогда это назывался Ленинград. Сейчас академический малый драматический театр Европы, которым руководит Лев Абрамович Ждотин. Но пришел я работать в театр сразу после школы. Я закончил школу в июне, а в сентябре пришел работать в театр. Кем вы начинали? Я начинал радистом. Спустя сезон я поступил в УЛГИТМИК, поскольку работа радистом никак не совмещалась с дневным обучением в институте, я перешел работать монтировщиком, поскольку там сменная работа. Монтировщиком сцены? Да, монтировщиком сцены. А когда вы пришли в Большой театр и при каких обстоятельствах? Я пришел в Большой театр 16 апреля 2002 года. Меня пригласил Анатолий Геннадьевич. Трудно было в начале, если сопоставить тот театр предыдущий и нынешний, все-таки разные театры по задачам, по масштабу. По первости, было трудно привыкнуть к масштабу, было трудно привыкнуть к многозадачности, которая существует в этой работе. Но в каком-то смысле и легче. Анатолий Геннадьевич создал команду из профессионалов,
профессиональных людей. Это большое подспорье. Самому сделать все невозможно, это нереально. Вы вместе с театром часто выезжаете на гастроли за рубеж. Видите, как публика относится к Большому театру. Большой театр – это легенда. И в Европе, и в Америке, и в Азии. Национальный бренд, как сказал президент Медведев. Когда ты даешь кому-то визитку или просто говоришь, что ты из Большого театра, у людей ты чувствуешь интерес и к тебе, и к коллективу. На гастролях бывают непредсказуемые ситуации. И все проблемы приходится на месте решать уже вам. Запоминающаяся во всех смыслах была история, когда возникла террористическая угроза в Лондоне. Была ситуация, при которой наши музыканты, артисты оркестра не могли перевозить инструменты, которые всегда перевозятся в салоне самолета. Их необходимо было сдавать в багаж. Необходимо было организовать, придумать и обеспечить совершенно сохранную систему доставки этих инструментов в Москву. Тем не менее, мы эту проблему решили, хотя это было непросто. Антон Александрович, насколько мне известно, в круг ваших обязанностей входит еще охрана авторского права. Я очень рад, что Большой театр за 2011 год получил благодарность Российского авторского общества как один из тех театров, который подает пример, как это делать. Я действительно имею к этому отношение, поскольку вся работа, связанная с авторами, она лежит в зоне выпуска новых спектаклей, эксплуатации спектаклей. И, безусловно, она относится к моей компетенции по касательной. Хотя юридический отдел относится к компетенции другого заместителя, но мы здесь работаем вместе, что называется, в 4 руки. Скажите, пожалуйста, а у вас хватает времени на то, чтобы заниматься другими делами, другими интересами, кроме как работой в Большом театре? Вы знаете, нет. У меня даже и хобби-то, по-моему, нету, если честно. После реставрации и реконструкции Большого театра обновился и сайт Большого театра, и вы к нему тоже причастны. С вашей точки зрения, этот сайт стал лучше? Мне он нравится больше, но это не значит, что предыдущий сайт был плохой. Предыдущий сайт был более академичный. Тот сайт, который сейчас, мне кажется, более демократичный, что хорошо. На этом сайте очень важно, что есть новостная лента. Основные системообразующие новости, которые происходят внутри театра, мы их публикуем сами, опережая те самые средства массовой информации, которые выходят регулярно. Многие зрители, в особенности молодого поколения, испытывают значительные затруднения, в чем в театр прилично ходить, а в чем все-таки ходить не стоит. Мы сделали довольно большую закладку, где нарисовали, написали и даже разместили фотографии, что такое дресс-код в театре. Даже если лето, даже если жарко, надо понимать, что ты идешь в театр, а не на пляж, и что ты должен одет быть прилично. Насколько нам известно, связь Большого театра с интернетом сейчас значительно активизировалась. 11 марта у нас была плановая трансляция в кинотеатры по всему миру балета «Корсар» с основной сцены. И это был первый раз, когда для российской публики мы сделали параллельную трансляцию в интернете на нашем канале в YouTube. Публика, которая сидела дома и смотрела это по компьютеру, смотрела одновременно с публикой в Париже, Мадриде, Милане, Сантьяго-де-Куба и так далее. То есть там было больше 1000 кинотеатров и российские пользователи интернета. У нас было в общей сложности 250 тысяч подключений. Скажите, пожалуйста, а что может вас обрадовать очень сильно в жизни? Я большой поклонник положительных эмоций и пытаюсь как-то всему радоваться, чему возможно. Но самая большая радость, конечно, это профессиональная. То есть вы, как говорят, трудоголик, да? Ну да, я думаю, что меня так можно назвать. Во всяком случае, близкие меня так называют уже очень давно. Смирились уже. Мы говорили про сайт, точно так же мы обновили и газету. Теперь эта газета, во-первых, издается довольно большим тиражом. 20 тысяч, она издавалась тиражом 1500. И, во-вторых, эта газета стала бесплатной. Здесь появились цветные фотографии? Да, она стала цветная. Мы пытаемся рассказать как можно больше обо всем, размещая не большие, длинные и иногда утомительные материалы, которые невозможно дочитать до конца, а размещаем короткие материалы. То есть, короче говоря, она стала доступнее, понятнее и интереснее. Да, и привлекательнее, на мой взгляд. Вы волнуетесь, когда входите в зрительный зал, когда идет монтировка декораций? Вы знаете, я, честно говоря, волнуюсь не когда вхожу в зрительный зал, а я волнуюсь, когда ко мне приходят мои коллеги из зрительного зала и говорят: мы не успеваем. Или наоборот радуюсь, когда они говорят: мы все успели, все было посчитано правильно. Когда рождается спектакль, а он рождаться начинает, зримо он начинает рождаться именно сейчас. Конечно, это очень волнительный момент для нас, для всех, потому что это то, ради чего мы, собственно, работаем. Это результат работы всего театра. Потому что, как сказал великий Стреллер, что театр есть неотвратимость коллективного труда, где результат никогда не принадлежит кому-то одному. Вы чувствуете свою сопричастность этому великому делу и какую-то ответственность? Конечно, я чувствую эту сопричастность. И, естественно, хотелось бы, чтобы мы имели отношение к хорошему, талантливому делу.
И поэтому это, конечно, волнительно. Ну, а Большой театр для вас что значит? Не хочется никакого пафоса, но это то, чем я живу 10 лет. О перспективе вы пока не думаете? Нет, вы знаете, я стараюсь не думать о перспективе, потому что, честно говоря, интереснее работать, чем у меня, вот в Большом театре, у меня нигде, наверное, не было. Ну что ж, мы очень рады за вас. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Новый сезон для меня в Большом театре начался очень бурно, насыщенно. Но прежде всего, конечно, это открытие исторической сцены. Это было великое событие не только для нас, может быть, даже для всего мира. Я испытала радость и счастье, и гордость за свою страну, за свой театр, за свой коллектив. А вслед за этим последовала работа очень интересная для меня. Ну, прежде всего, было возобновление тоже на исторической сцене «Турандот», который я пела уже много раз на новой сцене. И возобновление «Огненного ангела» Прокофьева. Это была для меня совершенно новая работа. Это был мой дебют. Да, Я очень долго шла к этой роли. Вначале сомневалась, потом решилась и работала очень, скажем так, плотно над ней. Для меня еще была эта интересная работа тем, что я встретилась вновь с маэстро Юровским, с которым я очень часто работаю на Западе. Конечно, он одаренный дирижер. И было с ним просто вот интересно работать, творить. Дыхание перед лучшим будем брать, да? Какие-то примеры из жизни приводит, свои личные, там, из личного опыта. И это настолько, знаете, вот как-то так это разбавляет обстановку. То есть, если ты какие-то там проблемы ощущаешь на сцене, то это сразу как-то микшируется, смягчается, и ты думаешь, ой, господи, ну что-то все очень реально, все очень близко к нам, не нужно ничего драматизировать там. Отойди, нечестивый, отойди, окаянный. Отойди от меня. Отойди от меня. Изыди, когда ты, изыди, сгинь. Партия непростая, и вокально, эмоционально она требует затрат энергетики необыкновенной. Было очень сложно выучить вот самый первый выход Ренаты, когда у нее идет такой пречет, скороговорка. Если ее споешь, уже считай, что пол партии спета, потому что основная нагрузка как бы вот в самом начале. Может быть, это будет смешно звучать, но я вот буквально вот уже прошло 1,5 месяца, я вот только недавно перестала думать об этой музыке, об этом образе. Я все время над ним размышляю и думаю, положительная эта героиня или отрицательная, потому что невозможно вот так как-то в одном слове выразить этот образ. Она очень многогранная, и, может быть, каждый человек, каждый зритель найдет для себя что-то положительное, может быть, что-то отрицательное. Это уже чисто индивидуальное такое восприятие. Моя же задача как певицы, как актрисы заключалась в том, чтобы донести до зрителей красоту этой музыки. Насколько она сложна, настолько же она и прекрасна.
Я очень люблю свою профессию. Это, наверное, не пройдет никогда. Это, вы знаете, какая-то как болезнь, но с хорошим концом. Я болею, я вообще люблю момент разбора нового какого-то произведения, новой оперы. Ковыряться, копаться вот в этом, что-то такое подчеркивать. Для меня это целая процедура такая. Вот люблю сам вот этот процесс возникновения образа того, который будет потом впоследствии уже перенесен на сцену. Очень трепетно отношусь вот к первой встрече с оркестром. Но это, наверное, не только я, это, наверное, все певцы так. Я даже, когда тоже на Западе работаю, тоже вижу, как певцы, вот первая оркестровая репетиция, и все певцы, знаете, приходят такие нарядные, ну, наконец, после ползания на коленях, в джинсах, там, в тапках, в кроссовках, можно прийти уже с оркестром, это как праздник. Мы обязательно должны выспаться накануне, красиво одеться. И оркестр оценивает это как уважение к нему и дирижеру. Легче сказать, где я не была, чем где я была. Что удивительно, в каждом театре я не просто один раз спела и уехала, меня обязательно приглашают туда второй, третий раз и так далее. Совершенно недавно я вот вернулась из Рима, у меня была там запись на диск «Реквиема Верди». Весь состав был итальянский, дирижер был маэстро Гуидарини. В свое время, когда я работала над «Реквиемом Верди», только вот начинала, я это делала с маэстром Шолци, которого уже, к сожалению, нет. И у меня такой, знаете, сразу задана была такая планка высокая, что уже ниже я не могла уже, понимаете, опуститься. И тоже, кстати, была работа сначала были концерты, а потом запись на диск. Но, к сожалению, мы это не довели до конца из-за его смерти. Я считаю, что нужно прислушиваться к своему внутреннему миру и не бояться этого. Не бояться раскрыть душу перед зрителями, именно душу твою. Рената-Зеленская, вот, она будет твоя, и она будет узнаваемой, и все будут говорить, что это вот поет так только она. То есть, чтобы не было каких-то, вот, знаете, стереотипов. И вот внутренний мир, он никогда не подведет тебя. Вот, может быть, в этом и сила оперы, сила вот искусства, в том, что каждая роль, там, допустим, та же Аида, Тоска, Травиата, которую миллион раз уже пели звезды, которые у всех у нас на слуху с детства, но в исполнении нового певца, молодого, вновь пришедшего, она будет совершенно звучать по-другому. И поэтому это будет жить вечно, я имею в виду опера. Я очень легкая на подъем, ноты, туфли, платье.
Это есть концертное исполнение. У меня все всегда наготове. Я могу собраться буквально вот за 10 минут чемодан, и у меня все до автоматизма. Времена прошли, когда мы брали кипятильники с собой, там термосы и так далее. Нет, термос я беру все-таки иногда, потому что если бывают открытые фестивали, знаете, как сейчас очень популярно, на открытом воздухе, то там без термоса никак. Обязательно чай с лимончиком у меня должен быть с собой. Иногда приходится брать, знаете, раскладную такую клавиатуру такую для распева. Потому что, допустим, я пела летний фестиваль Аиду в Кесарии, это Израиль, и среди камней. Потом Саванлин, тоже самый фестиваль. В замке все происходит, то есть это не типичный театр с условиями и так далее. Мобильность должна быть все время наготове. Мне очень нравится Швейцария, может быть, потому что там вот с нее у меня как бы вот так вот началась такая серьезная международная карьера. Я там спела «Макбет» впервые, и это был большой такой резонанс, огромный. Платья я рада, что я могу покупать в магазинах, как-то вот мне везет. Ну вот в Италии я покупаю, и в Америке очень часто, в Германии. Я вообще поймала себя на мысли, что у меня все вещи, ну вот в отличие, может быть, сегодня, все в одном тоне как-то выдержаны. Причем я совершенно к этому не стремилась, как-то вот так у меня получается. Или синий, или там коричневый. Вот я люблю очень коричневые такие, бежево-коричневые, такие теплые тона. Мой супруг. У него замечательный вкус, может даже мне что-то подсказать. У него как-то с этим делом, у него все в порядке. И я ему доверяю, как-то это уже все у нас проверено. Очень люблю розовый цвет, но совершенно недавно только узнала, что розовый, оказывается, когда одевает женщина розовый цвет, значит, она готова к знакомству с мужчиной. Ну, мне было очень приятно, когда известные певцы такие мирового класса, и они просто мечтают спеть на сцене Большого театра. И когда я им говорю, что, ну, может быть, у вас такие гонорары, вы будете запрашивать, они говорят, мы готовы спеть это бесплатно, лишь бы только на этой сцене. Неужели вы поете, неужели вы стоите на этой сцене? И я с гордостью говорю, да, это так.